Русские войска в военных походах Орды. История взаимоотношений Золотой Орды и русских земель включала редкие периоды вражды, как правило, набеги Орды на Русь, но куда чаще примеры взаимного участия в войнах. Из русских летописей хорошо известны случаи, когда русские князья привлекали ордынские войска к своей междоусобной борьбе, наводили татар друг на друга. Практика была столь массовой, что наличие татар в войсках соперников было постоянным и часто решающим фактором успеха. Кто первый успевал привлечь татарскую конницу на свою сторону, тот и победит в итоге. Но помимо наемников, русские княжества, как верные слуги Орды, обязаны были платить девширме налог кровью, то есть давать своих воинов в Орду по первому требованию. Русь была западной окраиной Орды, и чаще всего вызывать войска оттуда было слишком долгим, но некоторые войны не обошлись без русских войск в монгольской Орде. Войска вассальных правителей не смешивались с собственно монгольскими вооруженными силами и оставались под командованием своих собственных правителей или полководцев. Формально это давало свободу, однако от наказаний за действия или отсутствие таковых не освобождало. Например, во время Третьего похода на Польшу русские войска показались малоэффективными в осадах крепостей, что затянуло всю армию, за что жестоко пострадали как сами воины, так и их родные места после провала похода. В случае успеха союзные армии претендовали на часть добычи, по закону Чингисхана, что и было основным мотиватором для сражений. Известны отдельные упоминания русских отрядов в составе монголов, подавлявших восстание в Иране. О них же пишут венгерские хронисты с возмущением от лжехристиан-предателей в составе зверствующих отрядов врага, а также аланские и русские гарнизоны в Китае. Но более достоверные примеры следует рассмотреть подробнее. Наверное, самый ранний пример – это участие войск галицко-волынских князей в походе золотоордынского полководца Бурундая на Литву в 1260 году. Тогда Лев, сын галицкого князя Даниила, и его дядя Василька, князь Волыни, во главе своих войск, вместе с ордынцами, совершили набег на литовские владения в качестве вассалов и союзников Золотой Орды. Собственно, само участие в этом набеге ордынских войск должно было стать свидетельством признания себя вассалами и союзниками Орды. На это указывают обращенные к князю Даниилу слова Бурундая, приписываемые ему летописцам: «Иду на Литву. Оже еси мирен, пойди со мной». Как известно, совместный поход ордынских и южнорусских войск на Литву послужил для Бурундая всего лишь поводом для дальнейшего укрепления ордынского владычества в юго-западной Руси, которая значительно поколебалась в последние годы правления Бату. Тем не менее, эти совместные военные действия ордынских войск стали, наверное, первым прецедентом для дальнейшего задействования русских князей в ханских военных предприятиях. История событий такова, что, скорее всего, между Литвой и Галицким княжеством зрел заговор против Орды с участием Венгрии и Польши. Узнав о том, Бурундай принудил одного из участников напасть на другого, тем самым разрушив их союз. Увидев возможности и преимущества использования русских войск, золотоордынский правитель Берке, согласно летописным источникам, вознамерился привлечь их и к своей войне с Ираном. Однако, в соответствии с древнерусской житийной традицией, великому князю Александру Невскому удалось отмолить своих подданных от участия в столь дальних походах. Тем не менее, русские войска продолжали использоваться в золотоордынских военных кампаниях, правда, чаще всего в тех случаях, когда боевые действия велись в регионах, представлявших определенный стратегический интерес и для самих русских князей. Так, например, своеобразным продолжением военного сотрудничества Золотой Орды и южнорусских князей в военной сфере можно считать совместные походы войск Нагая с Львом Галицким, Романом Брянским и другими князьями Южной Руси на Литву, Польшу и Венгрию. Одним из самых известных совместных походов золотоордынских и русских войск стал поход против ясов, аланов,
закончившийся взятием их столицы Джулата, Дидяков, русских летописей. Сведения об этом походе, на наш взгляд, позволяют с полной уверенностью говорить, что речь идет не просто о предоставлении войск русскими князьями Золотой Орде, а именно о совместной военной акции. Во-первых, летописцы приводят полный список князей, участвовавших в этом походе со своими войсками. Во-вторых, именно русские дружины взяли Джулат. В-третьих, хан Менгу Тимур, по итогам кампании, добре почти князи русские, и похвали их вельми, и одарив их, отпустив свою отчину, то есть выплатил им соответствующее вознаграждение, предусмотренное, видимо, ранее заключенным соглашением. Аланы были очень давним и очень неуступчивым соперником монголов, и поход был одним из примеров карательных набегов, после которых мужская часть населения Алании резко сократилась. Весьма специфическим и противоречивым примером совместной военной акции является разгром Твери в 1327 году. С одной стороны, это была карательная акция ордынских войск, совершенная по приказу хана Узбека, двоюродный брат которого Шевкал был убит во время Тверского восстания. Однако, с другой стороны, в походе приняли самое активное участие войска московского князя Ивана Калиты, который таким образом не только выполнял вассальный долг по отношению к Узбеку, но и преследовал собственные политические интересы, разгром Твери, давнего соперника Москвы, и лишение местного князя Александра великокняжеского титула. Не следует также забывать и о том, что за свое содействие в разгроме Твери московские войска также получили значительную часть добычи и тверских пленников, что также, на наш взгляд, позволяет отнести этот поход к числу совместных союзнических действий ордынских и русских войск. Это станет началом длительной истории московских набегов на другие княжества вместе с татарами. Именно тогда русское войско начнет перенимать приемы боя, тактику, вооружение ордынцев и станет все менее походить на армии европейских стран, а скорее еще одной версией степных племен, только с артиллерией и стойкой пехотой. В 1339 году состоялся совместный поход войск Золотой Орды под командование Таглу-Бая и дружин князей Ивана Калиты, Ивана Каратопола Рязанского и Ивана Друцкого на Смоленск, князья которого к этому времени стали проявлять стремление поменять зависимость от Золотой Орды на подчинение литовскому князю. Нет нужды говорить, что не только хан Узбек, но и русские князья были заинтересованы в сохранении прежнего статуса Смоленска, а не в его переход под власть враждебной Литвы. В ряде случаев русские войска, по приказу золотоордынских ханов, вообще вели самостоятельные военные кампании в интересах Орды. Так, например, в 1360 году в Костроме войска московского и суздальского князей по приказу золотоордынского хана Хизра захватили новгородских ушкуйников, терзавших набегами ордынские города Поволжья. Грабившие своих и чужих, ушкуйники стали врагами для всех сразу. В 1370 году по приказу Мамая и в сопровождении его посла Хаджи войска Дмитрия Ивановича Московского и его тестя Дмитрия Константиновича Суздальского осадили Булгар и заставили его правителя Асана, сторонника пришлых сарайских ханов, признать сюзеренитет Мухаммада, законного хана Золотой Орды из рода Бату, являвшегося ставленником Мамая. После разгрома войск Мамая на Куликовом поле золотоордынские ханы, даже восстановив сюзеренитет над Русью, практически прекращают практику привлечения русских войск к своим походам. Вряд ли можно счесть задействованием русских войск участие в осаде и взятии Москвы Тохтамышем в 1382 году нижегородских князей. Они выступали посредниками в переговорном процессе с осажденными, а не активными участниками боевых действий. Несколько позднее Тохтамыш пытался привлечь тех же нижегородских князей с их войсками к боевым действиям с Тимуром. Он вызвал Бориса Константиновича Городецкого с его дружиной, которая даже выступила с ханом в поход,
Но после 30-дневного перехода Токтамыш передумал и велел князю дожидаться своего возвращения в Сарай. Так как походы монголов на запад были сравнительно редкими и малоуспешными, привлечение русских войск в Орду было нечастым явлением, неэффективным экономически, а силы русских армий играли далеко не решающую роль. Поэтому все ограничивалось локальными походами на запад и внутренними конфликтами на Руси и в Орде. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.